Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. И сегодня мы продолжаем с вами знакомство с детскими работами в колористике. В Доме детского творчества города Реутов по дополнительной общеразвивающей программе «Юный дизайнер» было несколько занятий, посвященных цветоведению, композиции и колористике. Дети изучали цветовой круг, делали тональные растяжки, изучали хроматические цвета, ахроматические цвета, выполняли упражнения на взаимодополняющие цветовые сочетания, на контрастные цветовые сочетания. Все, что делалось на плоскости, потом переходило на объемные фигуры. И все это великолепие цвета смотрелось очень мощно на выставках Дома детского творчества. Дети могли видеть не только свои работы, но и в целом работы своих друзей. Дети в Доме детского творчества приходили общаться, а не только получать знания. Они находили здесь новых друзей, у них появлялись общие интересы и общие темы для обсуждения. Они не сидели в гаджетах, они творили, они создавали свое. Изучение новых материалов, не только акварель, но и гуашь. Гуашь – капризный материал, как я говорила ранее в первой части колористики. И любой детский опыт в дальнейшем помогал им. Все, что не делалось на занятиях, все претворялось в жизнь. И делались большие успехи детьми. Многие дети поступили в художественные школы, так как им давали знания, которые даются в специальных заведениях, училищах, техникумах, вузах. Для детей было откровением узнать, что зеленый нейтральный цвет может быть как теплым, так и холодным. Да и вообще любой хроматический колер может относиться к холодной гамме, либо к теплой, в зависимости от того, какие цвета находятся рядом. Конечно же, не все дети понимали, зачем они
смешивают множество оттенков и почему нельзя использовать другие цвета. Некоторые же дети приходили и вообще впервые сталкивались с этим, что не только нужно брать краску прямо из банки, а что ее можно смешивать и не только с белой, а еще и с черной краской. А намешивая 2 или 3 колера, можно получать еще массу различных оттенков. Это начало живописи, это основы, которые должен знать каждый художник. И не только художник, но и архитектор, дизайнер или тот, кто свяжет свою работу в дальнейшем с творческой профессией. Ведь если ты правильно даже подберешь свой гардероб или цвет своего интерьера, даже если ты не будешь получать высшее образование в этой сфере, но какие-то знания ты уже получаешь в детстве, это чего-то стоит. Спасибо всем за внимание. Я жду ваши комментарии. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались, чтобы не пропустить еще более интересные выставки как детских работ, так и моих работ. И до новых встреч, друзья, на канале Творческая студия Елены Тюриной.